Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн арт-проект Нью Московиты. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. И сегодня мы с вами пойдем на выставку. Но вам совершенно не обязательно куда-то идти, потому что наша выставка сама идет к вам. Сегодня мы с вами прогуляемся по городам и мифам московской современной художницы Яны Гаврилкевич. Так что получилось, я вообще выросла в окружении картин. Они все время висели у нас дома. Картины разных художников, и работ моего отца, и мамы, и друзей. И я вообще себе не мыслю интерьера без картины. И картина живет своей жизнью. Она, в общем, по-разному воспринимается в разное время суток. На нее падает какой-то косой вечерний свет красивый, выхватывая вдруг неожиданную деталь, на которой ты задерживаешь свое внимание, ты начинаешь созерцать, ты начинаешь уходить от бытовухи, от повседневности, ты как-то погружаешься в мир. Поэтому картина — это не просто предмет интерьера, это действительно окно в другой мир, в другие миры. И каждый художник, он предлагает этот мир, а зритель считывает или воспринимает, или не воспринимает. Но, конечно, художник и зритель всегда находятся в диалоге. И художник сам зритель, на самом деле. Любой художник — это зритель, поэтому он прекрасно понимает роль зрителя в искусстве изобразительном. И я, опять же, об этом уже говорила, но настаиваю на том, что зритель — это, в общем-то, сам. Женская судьба – путешествие во времени под мистическим оком Луны. Именно о мифологическом значении этого светила в жизни каждой женщины повествует нам триптих влияния Луны. Разные женские состояния и трансформации мы чувствуем при помощи различных символов, включенных в картину. Лестница, яблоко, ключ, маска и оброненный конверт – молчаливые свидетели изменений. Комическая сценка для антракта или легкая инструментальная музыка в перерывах между основными частями оперы. В любом случае работа интермеццо приглашает расслабиться и получить легкое удовольствие от приятных сочетаний и переплетений. Во всяком путешествии непременно наступает время чая, и кто, как не японский император, знает в этом толк. Присоединиться к чайной церемонии и, не торопясь, насладиться вкусом древней культуры предлагает нам работа «Предметы созерцания». Работа «Лабиринт» погружает нас в мир бумажной архитектуры, зыбкий и ненастоящий, как символ постоянных и необратимых изменений, происходящих с нашими городами и жизнями. Каждому из нас периодически нужна перезагрузка в безопасном и комфортном месте. А что может быть безопаснее материнского чрева? Но родившись однажды, мы не можем изменить этот факт. Поэтому человек в позе эмбриона на картине «Сон осенний» кутается в осенние листья матери природы и засыпает спокойным сном ребенка, получая необходимый отдых и покой. Перед нами великан в образе Шута Горохового. В мифологии и фольклоре Шут – это демонический комический дублер культурного героя. Он не подчиняется общим правилам поведения, хотя и делает это без злого умысла. Загадочный в своей многозначности, прячущий свою значимость и уязвимость за шутовством. О жизни маскараде как состоянии души повествует нам праздник великана. Долгое время на Земле господствовал хаос, в котором ничего нельзя было различить. Затем из первозданных, бесконечных и безвременных вод Мирового океана начали появляться элементы порядка. Метаморфоза иллюстрирует миф о сотворении мира. Образ спиралевидной ракушки символизирует вдох и выдох Творца, свертку и развертку творения, скручивание и раскручивание материи, бесконечное путешествие в вечном. Всю свою жизнь человек стремится сорвать плод с древа познания, но разгрызая его,
не может понять, что делать с этими знаниями. Две половинки как символ растерянности и разделенности людей, которые на самом деле происходят от одной прародительницы Евы. Она сама как вечная яблоня, плодоносящая и теряющая листья, но прекрасная в любое время года. Можно ли изобразить звуки? Может ли картина звучать? Этими вопросами задавался не один художник. «Красный лабиринт» – это музыкальное посвящение красному цвету. Прислушайтесь, всмотритесь, и вы обязательно услышите свою мелодию. Женская природа хрупка и нежна. В обычной жизни женщине очень часто приходится это скрывать. И только в спящем состоянии женская сущность проявляется во всей своей красе и беззащитности. Сон – это возможность быть собой, снять броню и латы, вернуться к первозданности. Женщина-птица, женщина-огонь. Ее практически невозможно поймать, но от этого она становится еще желаннее. Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие. Когда она поет, из ее клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Добыча жар-птицы сопряжена с большими трудностями, и мужчина отправляется в это путешествие в надежде поймать свою волшебную птицу. Мир города сложен и многолик. Люди, их маски и роли – все это отдаляет женщину от природы, хотя она сама и есть природа. Ее изменчивость и в то же время постоянство, ее слабость, которая одновременно и сила, ее верность, как зерна граната, скрыта под защитной кожурой. И чтобы ее получить, нужно приложить усилия. Переход из одного состояния в другое – обычное течение человеческой жизни. Луна в этом процессе играет очень важную роль. Особенно, если эти трансформации происходят с женщиной. Новая Луна – символ нового жизненного цикла. Они сменяют друг друга в соответствии с природными ритмами. Каждый лунный месяц – это возможность начать сначала, измениться, оставаясь собой. В погоне за идеальными отношениями мы часто не замечаем тех, кого посылает нам жизнь. Мы проходим сквозь друг друга, поглощенные собой и своими делами, и теряем друг друга, продолжая мечтать обрести идеальные отношения. Каждое следующее поколение людей приходит в мир, где будущее кажется нарядным и соблазнительным. Веселясь и танцуя, они рядятся в красивые одежды, скрывая страх перед настоящим и не задумываясь о последствиях своего инфантилизма. Мир изменился и решил, что он больше не нуждается в Боге и его ангелах. Но ангел продолжает летать над городом, накрывая его своими большими светлыми крыльями. Он символ этого мира, который без него невозможен, даже если мир об этом и забыл. Там вечно солнце, как в раю, там птицы райские поют. Чудесные сказочные девы и сладкоголосые райские птицы всегда вдохновляли и средневековых мастеров, и художников модерна. Ирония постмодерна сажает их на голову Еве дереву и заставляет смотреть в разные стороны. Зашифрованное послание художника зрителю дает пищу для путешествия в страну собственного воображения и знания. Сон в летнюю ночь или в ночь летнего солнцестояния. В Иванову ночь нельзя спать до самого рассвета. Этой ночью в природе творятся чудеса, и людям видится всякая невидаль. Можно даже услышать пение эльфов. И обязательно нужно сплести венок из полевых цветов в качестве оберега на весь грядущий год. Воздушные духи могут спускаться в нижние области быстрее, чем мысль. Время от времени они принимают тела из более плотного воздуха и появляются зримо. Эти духи часто возмущают воздух, вызывают бури и раскаты грома, как делал Ариэль в шекспировской буре.
и мы явственно слышим его песенку. Буду я среди лугов пить, как пчелы, сок цветов. Ночью лютик даст мне кров, там засну под крики сов. Чуть зари услышу зов, к ней примчусь быстрее ветров. Радостной, радостной жизнью свободы буду я жить средь цветущей природы. Поиск счастья и смысла жизни – это очень личное путешествие, но поэты и художники щедро делятся с нами своим личным опытом. Снилась мне высокая темница, и решетка черная, как ночь. За решеткой сказочная птица, та, которой некому помочь. Но и я живу, как видно, плохо, ибо я помочь не в силах ей. И встает стена чертополоха между мной и радостью моей, и простерся шип клинообразный в грудь мою, и уж в последний раз светит мне печальный и прекрасный взор ее неугасимых глаз. На фоне средневекового города с движущимся всадником и пришвартованным кораблем стоит стол с разбросанными ракушками и фигурой Венеры. Колорит и символика работы отсылают нас к Боттичеллевской Венере. Рожденная из пены морской при достаточно пикантных обстоятельствах, Венера символизирует женское начало, а всадник с копьем – мужское. И смотрят они в разные стороны. Нормандия – колыбель импрессионизма и родина сыра камамбер. Это историческая область Франции с видами на Ла-Манш, откуда начинали свой путь Жанна д'Арк и Коко Шанель, где творили Клод Моне и Эдуард Мане. И кто знает, какие гениальные мысли и творческие планы роятся в голове рыжеволосого мальчишки, идущего по улице одного из ее городов. Когда-то неофициальная экономическая столица северо-западной Европы, а сегодня полноправный претендент на звание Северной Венеции. Брюгге отлично сохранил свой средневековый облик кварталов в историческом центре. Прогуляемся мимо старинных фасадов и перейдем на другую сторону улицы по мосту над одним из многочисленных каналов. Подслушаем разговоры местных жителей, гуляющих с собаками, и понаблюдаем за мальчишками, пускающими кораблики. Какой он, твой город путешествий? У реки или моря? С фонтанами или парками? А может, в нем есть все и сразу? Ведь наши путешествия в мир мифов и фантазий, отраженных в картинах, ничем не ограничены, даже если реальность, которая нас окружает, далека от желанного идеала.